Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодняшнее видео я посвящаю начинающим вязальщицам, то есть тем девочкам, которые хотят научиться вязать носки. Было немало таких комментариев, выпустить видео по вязанию носков для начинающих. И именно девчата просят научить их вязать на круговых спицах. Прежде чем перейти к вязанию носков, поговорим сначала о пряже. Итак, давайте рассмотрим. Носочная пряжа у нас выпускается либо в мотках по 100 грамм с метражом 400-420 метров, либо выпускаются моточки по 50 грамм. Все характеристики вы можете увидеть на этикетке. Стандартный состав носочной пряжи это 75-80% шерсти и 20-25% полиамида. То есть, понятно, шерсть нам нужна для того, чтобы носочки были теплые. Полиамид нам нужен для того, чтобы носочки держались дольше, да, не подвергались быстрому изнашиванию. Теперь по видам пряжи. Пряжа может быть однотонная, то есть вот одного цвета. Пряжа также может быть секционная. Что значит секционная? Это когда нить окрашена секцией различных цветов. Секционная пряжа также отличается между собой. То есть в полотне, в узор она ложится по-разному. Вот у меня для примера одна секционная пряжа. Вот другой вид секционной пряжи. И вот третий вид. Также это секционная пряжа. И во всех этих трех вариантах узор в полотне будет разный. Для начинающих вязальщиц я, конечно же, рекомендую использовать однотонную пряжу. Обязательно, девочки, однотонную пряжу. Поскольку при вязании секционной пряжи есть свои нюансы. Когда вы начнете из нее вязать, вы об этом узнаете. Вот. И еще один вид пряжи, который существует, это меланжевая пряжа. Что значит меланжевая пряжа? Это когда в одну нить скручены 2 либо 3 ниточки, и у вас получается такая вот перекрученная ниточка 2-3 цветов. Так, для примера давайте я вам покажу сейчас носки из вот этих видов пряжи. Итак. Носочек связан из однотонной пряжи. Пожалуйста. Затем секционная пряжа. Ну, начнем. Вот носочек у меня из секционной пряжи. Посмотрите. Это вот я вяжу сейчас вот из этой пряжи. Вот так у меня сложился узор. Еще один носок. Также секционная пряжа. Здесь посмотрите. В узор совсем по-другому. Вернее, узор сложился здесь совсем по-другому. И еще один вид секционной пряжи. Вот посмотрите, это вот как раз вот эта ниточка. И вот такой носочек мы будем сегодня с вами вязать. Вот 3 вида секционной пряжи. И везде, посмотрите, узоры складываются по-разному. То есть в зависимости от самого процесса окрашивания пряжи. Есть еще и другие виды секционной пряжи. То есть здесь, опять же, все это надо выбирать, смотреть на этикеточках, подбирать какую-то информацию, чтобы вам понравился именно узор на изделии. И меланжевая пряжа. Вот для примера меланжевая пряжа. Если вы обратите внимание, то здесь у меня голубая нить. Не голубая, а синяя и темно-темно-синяя. Вот это у меня есть меланжевая пряжа. И вот такое полотно получается. Это меланжевая пряжа. Здесь она более темная и, наверное, скорее всего, не очень хорошо видно. Ну, вот здесь, мне кажется, все видно. Вот такая, это меланжевая пряжа. То есть, видите, существуют различные виды пряжи.
Помимо стандартного метража 420 метров на 100 грамм, при вязании из которой у нас получаются вот такие тоненькие носочки, которые можно одевать не только дома, но и в обувь. Есть еще пряжа другого метража, более толстая. Это 250-260 метров на 100 грамм. Там у нас получаются носки уже более плотные, то есть более толстые, более утепленные. Здесь опять же все зависит от того, для каких целей вы вяжете носки. И поэтому в соответствии с этим выбираете для себя метраж пряжи. Сейчас поговорим о спицах. Какими же спицами вяжут носки? Мы все с вами привыкли с бабушкиных времен, что носки вяжутся именно чулочными спицами. В состав входит у нас 5 спиц. На 4 спицах у нас размещены петли, и 5-й спицей мы вяжем. Итак, чулочные спицы. Я предпочитаю деревянные чулочные спицы. Помимо чулочных спиц, также для вязания носков можно использовать и круговые спицы. Длину лески берем 80 сантиметров. Конечно, если вы вяжете совсем детские носочки, то тогда можно взять длину лески 60 сантиметров. И еще один вид спиц — это гибкие спицы. В набор входит 3 спицы, то есть на 2 спицах у нас с вами находятся петли. Вот на 2 спицах находятся петли. И 3-й спицей мы вяжем. Также очень-очень удобно. Но хочу сказать, что к этим спицам нужно обязательно привыкнуть. Я покупала спицы нашей российской фирмы Гамма. Также вот такие спицы с леской по центру, соединенные гибкой леской. Но они были короткие, и мне было ими вязать очень-очень неудобно, поскольку у меня широкая ладонь, и они просто у меня не вмещались в ладони. Поэтому вот я приобрела спицы фирмы Ади. Называются спицы Ади Crazy Trio. И вот такие вот. Я уже пробовала вязать. 1 пару или 2 я связала именно такими спицами. И вполне, мне кажется, очень-очень удобно. Но, однако же, еще раз повторюсь, к ним нужно привыкнуть. Итак, вот спицы, девочки. Здесь вы выбираете, какими спицами будете вязать. И еще один момент. Если вы вяжете полотно носка спицами номер 2,5, то желательно резинку, или как мы ее называем, манжет, вязать спицами немного меньшего размера. Для этого я использую спицы номер 2,25. Если я вяжу носки с каким-то либо узором, где количество петель большее, чем стандартное, то тогда я использую для вязания манжеты спицы номер 2. Опять же, все зависит от плотности вашего вязания. И вот как раз к плотности мы сейчас с вами и перейдем. Многие считают, что необходимо для вязания носков пряжа, спицы, набираете петли и начинаете вязать. Нет, девочки, это не так. Обязательно нужно рассчитать плотность вашего вязания. Для определения плотности вязания вам необходимо связать образец 15 на 15 сантиметров квадрат и измерить линеечкой количество петель в 10 сантиметров как в ширину, так и в высоту. В высоту мы измеряем ряды, в ширину мы считаем количество петель. Вот моя плотность вязания на круговых спицах составляет 33 петли на 42 ряда. 33 петли. Но при вязании на чулочных спицах у меня другая плотность вязания. На чулочных спицах я вяжу более слабее, чем на круговых спицах. Опять же, это я учитываю. Если я для своего размера 38-39 набираю на круговых спицах 64 петли для лицевой глади, то на чулочных спицах я набираю всего 60 петель.
Это, опять же, вы должны учитывать, чтобы у вас не получилось так, что носок будет либо съезжать у вас с голени, да, будет большой, или он будет, наоборот, вам маловат и будет тянуть вот здесь вот вам голень. То есть это тоже не очень комфортно. Для начинающих я рекомендую пользоваться таблицами. Таблицы для вязания носков из различных виды пряжи. Это может быть тонкая пряжа 200-210 метров на 50 грамм, либо если 100-граммовые моточки, то 400-420 метров. Либо это могут быть таблицы, в которых уже указана плотность вязания. Вот здесь табличка у меня есть, где представлены 3 варианта плотности вязания. Это 30 петель на 42 ряда, 22 петли на 30 рядов и 20 петель на 28 рядов. То есть, сами видите, все, набор петель зависит от вашей плотности вязания. По моей плотности вязания 33 петли я выбрала для себя именно вот эту таблицу. Что нам показывает таблица? Ну, во-первых, примерный расход пряжи на определенные размеры. Далее, в таблице нам представлено первой строкой это размер обуви. Выбираете свой размер. Вот разберем на моем примере. Размер у меня 38-39. Количество петель наборного ряда по моей плотности у меня должно быть 64 петли. Это для лицевой глади. Далее, длина верхней части носка. Здесь показатель у нас 16. То есть длина верхней части носка вместе с манжетой до пятки должна быть 16 сантиметров. Но здесь опять же смотрим, кому какие носочки нравятся. Кто-то любит длинные верхнюю часть носка, кто-то любит коротенькую. Здесь вы можете уже сами варьировать эту цифру. Далее, количество петель стенки пятки. Для моего размера это 32. Если вы сопоставите количество петель наборного ряда и количество петель стенки пятки, то увидите, что данная цифра в 2 раза меньше. То есть берем ровно половину. Иногда, когда вы вяжете с узорами, это может быть плюс несколько петель, 2-3 петли, либо минус, также 2-3 петли. То есть в зависимости от того, каким узором вы вяжете. Для лицевой глади это ровно половина. Далее смотрим высота стенки пятки в рядах и в сантиметрах. Для моего размера это 26 рядов, то есть 6 сантиметров. Но так как я вяжу стенку пятки укрепленным узором, у меня 6 сантиметров не выходит 26 рядов. То есть для меня это малое количество. И с таким количеством рядов у меня пятка будет просто съезжать. Поэтому я вяжу где-то 32 ряда, либо 34 ряда. И тогда все хорошо у меня получается. Пошли следующий у нас показатель. Количество петель для набора по боковым краям стенки пятки. Для моего размера представлено число 20. Но я набираю в зависимости от количества рядов стенки пятки. Если я провязала стенку пятки 32 ряда, я поднимаю 16 петель. Если я провязала 34 ряда, я поднимаю 17 петель. То есть в 2 раза меньше. И могу еще дополнительно поднять 1-2 петли, чтобы у меня не было дырочек между нижней и верхней частью. То есть опять же вот этот показатель, он примерный. Далее, длина стопы до мыска в сантиметрах. В моем случае это 20 сантиметров. То есть от пятки, сейчас я вам покажу, вот вместе с пяткой от края, посмотрите, пятки и вот до мыска у меня должно быть 20 сантиметров. Но мне не подходит эта величина, поскольку у меня носок получается очень длинный. Поэтому я провязываю где-то 17-17,5 сантиметров для своего размера. Чтобы, так как носок в процессе потом носки немножко вытягивается, чтобы у меня не болтался он на ноге, да, а сидел вполне плотненько,
поэтому я использую меньшую величину. И, если честно, я не люблю именно вымерять в сантиметрах, я предпочитаю примерять именно на свою ногу. Так, далее убавки для формирования мыска в каждом втором ряду и в каждом ряду, то есть через дробь. Первая половинка левая у нас идет через ряд убавки, и вторая правая половинка через дробь у нас идет в каждом ряду. Здесь у нас 7 на 7. Да? То есть 7 через ряд это 14 рядов, и еще плюс 7 рядов это 21 ряд. У меня немножко другая цифра. То есть в зависимости от того, какое количество у меня петель. Если я вяжу с узором, у меня иногда бывает, что на верхней части количество петель больше, чем на нижней части. Поэтому у меня немножко другие показатели. Ну и общая длина стопы в сантиметрах. В сантиметрах для моего размера 38-39 это 25 сантиметров. И хочу сказать, что я вяжу по своим показателям, которые я уже в процессе вязания для себя выработала. И у меня вот длина получается именно 25 сантиметров для моего размера. Так что, девочки, эта таблица дана как бы показатели примерные, кроме как, наверное, количество петель наборного края. Ну вот я пользуюсь вот первой строкой, второй, третьей, ну и, конечно, самой последней. А вот эти центральные показатели здесь уже в процессе вязания. Вы, конечно, можете по ним попробовать связать и для себя уже сделать вывод, подойдут вам эти показатели или нет. Так обычно все девочки, которые уже не один год вяжут носки, они также все это пробовали и делали выводы для себя. И каждый уже вяжет по своим расчетам, уже которые были выявлены опытным путем. Для начинающих вязальщиц я рекомендую вести записи. То есть запись, процесс всего вашего вязания. Указываете, на какой размер вы вяжете, плотность вязания, пряжи, из которой вы вяжете, спицы, которыми вы вяжете, расход. То есть расход это уже по окончанию вязания пары. И далее, первое, манжета. Набираю на такие-то спицы столько-то петель, вяжу резинку такую-то, столько-то рядов. Все. Второе. Паголинок. Перехожу на спицы такие-то, вяжу лицевой гладью столько-то рядов. Третье. Стенка пятки. Вяжем, берем столько-то петель, плюс дополнительно, не дополнительно петли набираю. Вот я набираю всегда дополнительную петлю или 2 петли. И высоту указываю стенки пятки. Ну, как бы вот процесс, вот такой весь алгоритм для себя я вот всегда записываю. И потом спокойно вяжу второй носок. Многие вяжут сразу 2 носка на круговых спицах. Но мне почему-то это не очень удобно. И я всегда вяжу по одному носочку. Итак, что нам еще с вами необходимо для вязания? Помимо того, о чем мы с вами говорили. Итак, с пряжей разобрались, с плотностью разобрались, о спицах поговорили. И следующее. Обязательно счетчик рядов. Нам нужен счетчик рядов, чтобы считать количество рядов. Маркер. Маркер нам нужен для обозначения начала ряда. Также нам необходимы ножницы, чтобы обрезать нить. Ну и, конечно же, игла. Игла с тупым кончиком и широким ушком для того, чтобы в конце вязания нам шить петли мыска. И с помощью иглы также прячем кончики на изнаночную сторону. И также я использую крючок для того, чтобы поднять вот здесь у стенки пятки. При переходе на внешнюю часть носка поднимаю петли. Итак, это все, что мне необходимо. Ну и, наконец-то, приступаем к вязанию носков. Я вяжу на размер 38-39 и в соответствии со своей плотностью набираю 64 петли. Итак, беру спицы номер 2, 25
для вывязывания манжеты, или как мы ее просто называем, резинка. Отмеряю небольшой кончик. Для меня достаточно, для моего количества петель, достаточно кончик длиной 70 сантиметров. Вот я отмерила. И обычным набором набираю 65 петель. То есть 64 петли у меня основных и 1 петля для замыкания в круг. Итак, обычным способом набираем 65 петель. Набрали 65 петель и продвигаем аккуратно петли на леску. Продвинули на леску. И сейчас нам с вами необходимо разделить петли пополам на 2 части. Итак, делим 64 петли пополам. Это будет 32 петли. И от начала наборного края отсчитываем 32 петли. Я считаю обычно попарно, то есть по 2 петли. Мне так удобно. 32 петли это 16 пар. Итак, отсчитываю 16 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Отсчитала 16 пар. И вот в этом месте я должна перегнуть леску. Аккуратненько. Вот таким образом петли продвигаем по леске к спице. Вытягиваем леску. Вытянули. И далее продвигаем петли на спицу. Немного они будут перекрученные изначально, не пугайтесь. Все мы поправим сейчас. Итак, продвинули. Вот таким образом. И располагаем спицы. Девочки, посмотрите как. Петли поправляю все. Итак, спица, где у нас заканчивался наборный ряд. Вот здесь у нас кончик от наборного ряда и рабочая нить. Это у нас будет 2-я спица, и располагается она сзади. И спереди у нас спица, где петли у нас были от начала наборного ряда. Они смотрят на нас как лицевые, обязательно проверяйте. На 2-й спице петли смотрят на нас как изнаночные. И обязательно, чтобы вот здесь не было перекрута. Распределили все петли. И приступаем к соединению вязания в круг. Для этого нам нужно немножко продвинуть петли к краю спиц. Продвинули. Хвостик оставляем справа. Рабочую нить заводим налево. Влево, вернее. Со 2-й спицы последнюю дополнительную петлю, 65-я петля, мы ее немножко расслабляем пальцами и перекидываем со 2-й на 1-ю спицу. Придерживаем хвостик обязательно. Вот мы хвостик подтянули. Здесь внимательно будьте. Придерживаем хвостик пальцами и вытягиваем спицу. Вытянули. И теперь соединяем вязание в круг. Хвостик не отпускаем. Обязательно его придерживаем. Иначе петля у вас распустится. Итак, что мы видим? Вот у нас дополнительная петля. И следующая петля, это 1-я петля, вот она, наборного края. Мы вводим спицу, правую спицу в дополнительную петлю и аккуратненько подхватываем стеночку 1-й петли.
первой петли наборного края. Здесь можно себе помочь немножко. Бывает неудобно. И эти обе петли скидываем со спицы. Вот таким образом. И полученную петлю возвращаем на место. Хвостик вот так подтянули. Все, мы замкнули вязание в круг. И начинаем вязать манжету. Я вяжу манжету резинкой 1 на 1. Причем лицевая петля у меня будет скрещенная. Здесь смотрите сами. Если вы хотите просто вязать обычную лицевую петлю, вяжите обычную лицевую петлю. Мне нравится скрещенная петля. Скрещенную петлю я вяжу не за правую стеночку. Все петли сейчас повернуты к нам правой стенкой, а за левую, то есть за заднюю стенку. Аккуратненько первую петлю провязываю, снимаю. Следующая петля изнаночная. Также провязываю за правую стеночку. Следующая лицевая петля за заднюю стенку, за левую провязываю скрещенной лицевой. Изнаночная. Лицевая скрещенная. Изнаночная. И так вяжем все петли первой спицы. Первые 3-4 ряда будет немножко неудобно вязать, но это также и при вязании на чулочных спицах. Так что вы не пугайтесь, это всегда так. Довязываем последние 2 петли, лицевая скрещенная и изнаночная, изнаночная за правую стеночку. Все, петли первой спицы мы провязали. Теперь аккуратно разворачиваем, перемещаю в правую руку. Вот так я разворачиваю на себя. Затем аккуратненько потянула за леску, пока спица не дойдет у меня до петель. Вот спица дошла до петель. Я перемещаю вязание в левую руку и аккуратненько вот здесь петли продвигаю на спицу. Затем снова беру в правую. Вот таким образом, девочки, помогаю себе. Это необходимо, чтобы у нас не перекрутились вот здесь вот петли. Вытягиваю спицу и перехожу к вывязыванию петель на второй спице. И начинаю с лицевой петли. Первая у меня скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. И так вяжу до конца ряда. Довязываю последние 2 петли ряда, лицевая, скрещенная, изнаночная. Все, провязала. Опять же придерживаю, на себя разворачиваю и аккуратненько тяну за леску. Вот спица у меня дошла до петель. Я перемещаю вязание в левую руку и помогаю, передвигаю петли на спицу. Далее вытягиваю спицу. Хвостик подтянули. Это у нас с вами начало ряда. И обязательно, девочки, ведем счет рядам. Первый ряд провязали, переходим на второй ряд. И то же самое повторяем. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. И так вяжем все петли данной спицы. Довязываем последние 2 петли спицы и разворачиваем вязание. Вот таким образом обязательно придерживаем. Тянем аккуратно за леску. Затем я перемещаю
вязание в левую руку и помогаю вот так руками. Двигаю петли на спицу. Заднюю спицу вытягиваю и приступаю к провязыванию петель передней спицы. Итак, лицевая скрещенная, изнаночная. Вот здесь на стыке, девочки, маленько петли подтягиваете, чтобы не было большого зазора. И продолжаем дальше вязать петли резинкой 1 на 1 до конца ряда. Довязываю последние 2 петли ряда. Лицевая скрещенная, изнаночная провязала. И разворачиваю вязание. За леску двигаю спицу и перемещаю на спицу петли. Вот эти манипуляции кажутся немного сложными, но когда вы уже отработаете это все, и вам будет намного проще, вы просто этого не будете замечать. Все, провязали 2 ряда резинки 1 на 1. Далее вяжем с вами на необходимую вам высоту резинки. У меня резинка составляет 14 рядов. Я всегда вяжу резиночку 14 рядов. Мне этого достаточно. Здесь смотрите уже сами. Теперь, после того, как отвязали 2-3 ряда, мы можем вот здесь повесить в начале ряда маркер. Беру маркер и за петлю. И все, замочек захлопываю. И это у меня маркер начала ряда. И от него я веду отсчет. Итак, далее вяжем, девочки, резинку 1 на 1 на необходимую вам высоту. Закончили вывязывать манжету и переходим к вывязыванию паголенка. То есть та часть носка после манжеты до пятки, вот эта часть называется паголенок, либо мы ее называем голень. Так как я вязала манжету на спицах номер 2,25, я беру спицы номер 2,5 и приступаю к вязанию. Вытягиваю вторую спицу, вот так ее оставляю в свободном полете, так скажем, и начинаем вязать лицевую гладь. Лицевую гладь, думаю, что все умеют вязать. Вяжем все петли лицевые за правую стенку. Итак, начинаем вязать. Первая петля за правую стеночку, провязали. Так как у нас изнаночная петля, вернее у меня, я вязала ее обычную, она развернута, посмотрите ко мне, левой стенкой. Правая стенка у нее задняя. Вот за правую стеночку я и провязываю. Итак, лицевая, следующая также лицевая. И так вяжу все петли лицевыми. Довязали петли спицы, разворачиваем вязание вот таким образом, тянем за леску спицу, которая у нас, которой мы вязали манжету, вытягиваем вторую спицу и продолжаем вязание. Петля, которая была скрещенная, завяжем за переднюю правую стеночку. Петля, которая у нас была изнаночная, за правую заднюю стеночку. И так вяжем до конца ряда. Провязали первый ряд, перешли на спицы номер 2,5 и переходим ко второму ряду. Второй ряд и все последующие ряды вяжем все петли лицевыми за правую стеночку. При вязании по кругу лицевая петля ложится к нам, девочки,
к нам лицом правой стенкой. Вот она. А левая у нас стенка сзади. И вот за правую стеночку мы вяжем все петли лицевыми. Вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда. Разворачиваю вязание. Аккуратно за леску тяну спицу. Придерживаю. Продвигаю петли на спицу. Вытягиваю заднюю спицу. И приступаю к вывязыванию следующего ряда. Итак, далее вяжем лицевой гладью паголинок на необходимую вам длину или высоту, как тут правильно сказать. У меня отвязано паголинок от манжеты до стенки пятки 56 рядов. То есть мне нравится такая высота, я примеряю. Если хотите покороче, пожалуйста, вяжем покороче. Хотите подлиннее, вяжем подлиннее. Итак, вяжем лицевой гладью по кругу паголинок необходимой вам высоты. Закончила вывязывать 56 рядов паголинка. И сейчас переходим к вывязыванию стенки пятки. По таблице, по моей плотности, стенку пятки я вывязываю на 32 петлях. И начинаю вывязывать сразу на первой спице. Так как я вяжу укрепленную стенку пятки, у меня существует свой узор. И для этого узора мне необходимо, чтобы было количество петель нечетное. То есть я добавлю еще одну дополнительную петлю. И добавлю ее вот здесь в середине. Буду добавлять из протяжки. Каким образом я вяжу стенку пятки? Первые 3 петли я провязываю лицевыми петлями. Затем вяжу следующим образом. Снимаю петлю, снимаю вот за правую стенку. Одну петлю сняла, следующую провязываю лицевой. Сняла, провязываю лицевой. Снимаю, провязываю лицевой. Провязала примерно половину петель. И здесь делаю одну прибавку. Поднимаю протяжку. Накидываю на спицу вот таким образом и за заднюю стенку скрещенной лицевой петлей провязываю, чтобы не было дырочки. Итак, здесь у меня была перед дополнительной петлей, я петлю снимала, здесь у меня лицевая, и следующую я снимаю. Лицевая, снимаю, лицевая, снимаю. Итак, я вяжу до конца петли спицы, не довязывая последние 3 петли. Осталось 3 петли. Вот здесь, смотрите, у меня последняя петля на правой спице, я ее сняла. И 3 лицевых провязываю. 1, 2, 3. Все, провязала петли спицы. Теперь у меня здесь не 32, а 33 петли. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И петли буду вязать следующим образом. Первые 2 и последние 2 я буду просто снимать, а остальные все петли буду провязывать изнаночными петлями. Итак, нить перед работой. Первые 2 петли я снимаю, а затем провязываю петли следующим образом. Петлю, которую в лицевой стороне мы провязывали лицевой, я ее провязываю за стеночку, за правую. Вот она лежит ко мне правой стенкой. Я ее провязываю за эту правую переднюю стеночку. Петлю, которую мы снимали по лицевой стороне, вы ее хорошо увидите, эту петлю, поскольку, посмотрите, вот такая дужка перед этой петлей, она у нас повернута следующим образом. Правая стеночка сзади, а левая стенка петли прям перед нами.
И мы будем провязывать не за правую, а за переднюю, за левую стенку. Тем самым у нас петля перекрещивается. Именно поэтому мы снимали в лицевой стороне петлю за правую стенку. Здесь вы можете увидеть, что обе петли повернуты к нам разными стенками. То есть та петля, которую мы провязывали лицевой, по лицевой стороне, повернута к нам правой стенкой, а петлю, которую мы снимали, она повернута к нам левой стенкой. И вот за передние эти стеночки мы их и провязываем. Итак, вяжем изнаночными петлями, не довязывая последние 2 петли. Осталось 2 петли, нить перед работой. И мы просто их снимаем на правую спицу. Разворачиваем вязание. И затем повторяем первый и второй ряд. Вяжу стенку пятки. Для моего размера это 32 ряда. Кто-то вяжет по своему размеру. Опять же, вы можете использовать таблицу, которую мы с вами ранее рассмотрели. Итак, вяжем стенку пятки на необходимую высоту, то есть на определенное количество рядов. Отвязали стенку пятки. В моем случае это 32 ряда. И вот такой вот, посмотрите, какой красивый узор у нас получается. Так выглядит по лицевой стороне. И вот так выглядит по изнаночной стороне. Вполне плотная стенка пятки. Когда провязываете последний изнаночный ряд, первую петлю мы снимаем, остальные все петли провязываем изнаночными. Сейчас переходим к вывязыванию чашки пятки. Вязать мы будем с вами пятку подкова, или ее называют еще французская пятка. Как я распределяю петли? У меня 33 петли на стенке пятки. Мне нужно разделить на 5 частей. Я беру ближнее число, это 30, делю на 5. У меня получается 6. И 3 петли еще в остатке. Далее стенку пятки делим на 3 сектора. И распределяем следующим образом. 2 части петель, в данном случае у нас 6, отдаем на левую часть, 2 части на правую и 1 часть на центральную. Итого у меня получается 12, 6, 12. Так как у меня осталось 3 петли, я их раскидываю по одной петле на каждую часть. Итого у меня получается 13, 7, 13. Маркерами я выделила свои части. Итак, правая часть 13 петель, центральная часть 7 петель и левая часть также у меня 13 петель. И приступаем к вывязыванию чашки пятки. Провязываем лицевыми петлями 13 петель правой части. Первую петлю снимаем и 12 лицевых петель. Довязали, перебрасываем маркер, и на центральной части у нас 7 петель. Провязываем только 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас остается 1 петля. Еще хочу добавить, если хотите, можно продолжить центральную часть вязать укрепленным узором. Итак, осталась 1 петля, мы ее перебрасываем на правую спицу для того, чтобы нам убрать маркер. Маркер убираем, он нам больше не нужен, и возвращаем петлю на левую спицу. И далее что мы делаем? Последнюю петлю центральной части провязываем вместе с петлей следующей части, то есть левой части. Провязали 2 вместе за правые стеночки и следом провязываем еще 1 лицевую петлю. Разворачиваем вязание, первую петлю снимаем,
Провязываем все петли изнаночные центральной части, не довязывая одну петлю. Не довязали одну петлю, мы ее перебрасываем на правую спицу для того, чтобы убрать маркер. Маркер убрали, петлю возвращаем на левую спицу. Теперь эту петлю, последнюю центральной части, провязываем с первой петлей следующей части. Так как у нас изнаночная сторона, провязываем петли изнаночной. Провязали 2 вместе изнаночной и следом еще одну изнаночную. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Далее все петли провязываем лицевыми, не довязывая одну петлю центральной части, то есть последнюю петлю. Осталась у нас одна петля. Здесь нам маркер уже не нужен, поскольку образуются между частями вот такие зазоры. И вы здесь уже не ошибетесь. И последнюю петлю центральной части провязываем вместе с петлей следующей части. Провязали и следом еще одну петлю. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем. Остальные петли центральной части провязываем изнаночными петлями, не довязывая одну петлю. Осталась у нас одна петля. Вот видите зазор между частями. Теперь провязываем последнюю петлю центральной части вместе с первой петлей следующей части. Провязали, ниточку подтянули и следом сразу еще одну петлю провязываем. Разворачиваем вязание на лицевую сторону и действуем то же самое. То есть смысл в чем? По лицевой стороне провязываем петли центральной части, а последнюю петлю центральной части провязываем с первой петлей следующей части. И следом за ними провязываем еще одну петлю. И то же самое по изнаночной стороне. И так далее поворотными рядами мы вяжем, пока у нас не будут провязаны все петли с правой и с левой части. В последнем лицевом ряду и также в последнем изнаночном ряду, посмотрите, девочки, у нас остается по одной петле, так как у нас было нечетное количество на боковых частях. Вот одна у меня осталась, это мы ее провяжем по изнаночной, и вот одна петля остается по лицевой. То есть последнюю петлю центральной части провязываем с петлей, вот последней петлей боковой части. Закончили вязать чашку пятки, и вот такая у нас чашечка с вами получается. На спице у меня сейчас 19 петель. Данное количество я делю пополам. То есть 10 и 9, так как нечетное количество петель. Провязываю первые 10 петель. Первую снимаю. И еще 9 петель. Раз, 8, 9. Итого у меня 10 петель. Вешаю маркер. И провязываю следующие 9 петель. Маркер у нас с вами будет обозначать начало ряда. То есть начало ряда у нас будет по центру нижней части стопы. Далее поднимаем по краю стенки пятки петли. Поднимать будем с вами вот из этой косички. Вот петли очень хорошо видны. Так что я думаю, что не составит вам труда поднять эти петли. Так как у меня высота стенки пятки была 32 ряда, я поднимаю 16 петель. Поднимать я буду за 2 стенки кромочной петли. Итак, вот у меня первая петля, девочки. Вот она. Я подхватываю прям за 2 стеночки и аккуратненько вытягиваю петлю. Итак, первая петля готова. Вторая петля.
за 2 стеночки приподняла, аккуратненько. Вот вторая петля, следующая, вот петля, подняла за 2 стенки, третья. И таким образом поднимаю я 16 петель. Вы поднимаете свое количество петель. Кто провязал 30 рядов, поднимает 15 петель. Кто провязал 28 рядов, поднимает 14 петель. И вот так до конца поднимаем необходимое вам количество петель по краю стенки пятки. Подняла 16 петель, и обратите внимание, вот такой ровный край у вас должен быть. И вот так выглядит по изнаночной стороне. Вот здесь краешек, вот здесь обязательно на это обращайте внимание, чтобы не залезть на ряд ниже. Итак, 16 петель я подняла. Далее, для того, чтобы не было дырочки у меня между нижней и верхней частью, вот здесь обычно образовываются дырочки, я подниму еще дополнительную петлю. Поднимать я буду с помощью крючка. Теперь смотрим. Вот здесь последняя петля, вот у нас дорожка лицевых петель, последняя, она у нас ушла в кромочную. Если мы за нее поднимем петлю, то будет просто большая дырка. Я делаю следующим образом. Я ввожу крючок в эту петлю и по изнаночной стороне, вот изнаночная сторона, подхватываю крайнюю дужку петли и через эти 2 петли вот так вытягиваю. И вот у меня такая как бы двойная получается петля, и в то же время отсутствует дырочка. Все, вот подняла. И вот что у нас получается. Теперь переходим на внешнюю сторону. Вытягиваем спицу, помогаем, продвигаем петли по спице. Вытягиваем заднюю спицу и провязываем все петли лицевыми. У нас на верхней части 32 петли. В моем случае 32, в вашем случае может быть другое количество петель. Провязали внешнюю часть и переходим к стенке пятки. Вытягиваю спицу. Вот здесь не забывайте, чтобы у вас хвостик остался. И смотрим. Вот здесь у нас тот вариант, как по первой части, да, по правой части, у нас уже не пройдет. Если мы возьмем с вами петлю крайнюю, вот крайняя петля, вот она. Даже если мы ее провяжем вместе с подхватим сзади дужку, то у нас все равно останется дырочка. Поэтому с помощью крючка я просто спускаюсь, либо можно спуститься вот на ряд ниже, вот сюда. Также подхватываем дужку сзади крючком и через эти 2 петли вот протянули петлю, и здесь вот видите, уже не будет у нас дырочки. Петлю одеваем на спицу аккуратненько, вот так. Хорошенько подтянуть при переходе с внешней части на нижнюю, подтянуть обязательно нить, чтобы петли не были сильно расслабленными. И переходим к нашей косичке и поднимаем 16 петель. Итак, вот у нас будет первая петля. Вот она, подняли. За 2 половинки вытянули петлю. Следующая. Подняли. Тут петля темная. Тяжеловато. Все, вытянули петлю.
Это у нас получается уже 2. 3. Дальше за 2 половинки. 4. 5. 6. И так далее до конца. Поднимаем петли. Подняла я 16 петель. И теперь вяжу до маркера начала ряда лицевыми петлями. Довязали до маркера начала ряда. Маркер перебрасываем и приступаем к вывязыванию второго ряда. Второй ряд вяжем просто лицевыми петлями по кругу. Провязали второй ряд, и с третьего ряда начинаем формировать клин подъема. Клин подъема стопы. Клин подъема стопы формируется путем убавлений по нижней части стопы на границе между нижней и верхней частью. Так как у нас с вами маркер начала ряда находится по центру нижней части стопы, у нас разделена нижняя часть на правую половину и левую половину. Формируем убавки по левой половинке. В конце спицы у нас будет убавка. И на правой половинке в начале спицы будем делать убавки. Итак, начинаем третий ряд. Провязываем все петли спицы, не довязывая последние 4 петли. На спице осталось 4 петли. Как я говорила ранее, петли повернуты к нам правой стенкой. Первые 2 петли подхватываем за правые стенки и провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Оставшиеся 2 петли провязываем лицевыми петлями. Итак, первую убавку мы сделали. Разворачиваем вязание и переходим к вывязыванию внешней части стопы. По внешней части стопы все петли вяжем лицевыми. Провязали петли в верхней части, разворачиваем вязание и переходим к нижней части стопы. Вытягиваем спицу рабочую, будем ее называть. И приступаем к следующей убавке. Здесь мы убавку делаем в начале спицы. Провязываем 2 лицевых петли. И затем делаем убавку. Я делаю протяжкой, но кому если неудобно протяжкой, могут сделать следующим образом. Развернуть 3-ю и 4-ю петли, вернуть их на левую спицу, то есть вы их развернули к себе левой стенкой, и за заднюю правую стеночку 2 вместе провязать. Итак, мы сделали убавку. Остальные петли вяжем лицевыми петлями до маркера начала ряда. Довязали до маркера, маркер перебрасываем, и следующий 4-й ряд полностью по кругу вяжем лицевыми петлями без убавок, так как убавки мы делаем через ряд в каждом нечетном ряду. Все четные ряды провязываем лицевыми петлями. Довязали 4-й ряд и переходим к 5-му ряду и делаем очередную убавку. Провязываем все петли спицы, не довязывая последние 4 петли. Первые 2 петли за правые стеночки подхватываем и провязываем вместе с наклоном вправо. И 2 лицевых. Убавку сделали. Разворачиваем вязание. Переходим на внешнюю сторону. Петли внешней стороны провязываем лицевыми. Довязали.
Разворачиваем вязание на нижнюю часть стопы. И переходим к следующей убавке. По нижней части стопы, девочки, у нас с вами много петель. Да, если вы заметили, но не пугайтесь. Мы сейчас путем формирования клина подъема будем убавлять петли до нужного нам количества. Итак, нижняя часть стопы. Делаем убавку в начале спицы. Провязываем первые 2 петли лицевыми, а 3-ю и 4-ю провязываем вместе. Сейчас я вам покажу, как вяжется протяжка. Первую петлю за правую стеночку мы снимаем на правую спицу, провязываем следующую петлю и протягиваем ее вот так через снятую. Это у нас с вами убавка с наклоном влево. Итак, сделали убавку и вяжем лицевыми петлями петли спицы до маркера начала ряда. Довязали до маркера, маркер перебрасываем и провязываем следующий 6-й ряд. Четный ряд мы вяжем без убавок. Все петли по кругу вяжем лицевыми. Провязали 6-й ряд и в следующем 7-м ряду делаем очередную убавку. То есть вы должны понять, что клин подъема формируется путем убавления петель. Посмотрите, слева и справа по краю стенки пятки. По краю стенки пятки. То есть на границе между нижней и верхней частью стопы. Какого количества петель мы должны делать убавки? Смотрите, девочки, когда мы с вами подняли по краю стенки пятки петли, плюс еще дополнительные петли, плюс еще петли чашки пятки, у нас получилось большое количество петель. В моем случае у меня слева от маркера 26 петель и справа от маркера 27 петель. То есть от чашки пятки у меня было с одной стороны 10, с другой 9. И еще по 17 петель я подняла. 16 основных и 1 дополнительная. То есть в данном случае у меня 26 и 27 петель. У вас будет, конечно же, свое количество петель, так как все вяжут на свои размеры. Убавки делаем до тех пор, пока по нижней части стопы не будет такое же количество петель, как и по верхней части. Для примера, у меня 32 петли на верхней части и 32 петли было по нижней части, пока я не начала вывязывать стенку пятки. То есть и по стопе у меня также должно остаться 32 петли. Если разделить пополам, это 16 петель. То есть я делаю убавки до тех пор, пока у меня на левой и правой спицах не будет по 16 петель. Сформировали клин подъема. И сейчас на спицах, как по нижней части, так и по верхней части, одинаковое количество петель. В моем случае по 32 петли. Еще такой момент, девочки. Когда мы сформировали чашку пятки, в моем случае было нечетное количество петель, то есть 19. Я разделила их пополам. По центру повесила маркер, и на правой половине у меня было 10 петель, и на левой 9 петель. И когда я подняла петли по краю стенки пятки, естественно, у меня по правой стороне петель больше. Это не страшно, просто при формировании клина подъема по правой части вы делаете еще одну дополнительную убавку. По левой части провязываете все петли лицевые, а по правой части в начале спицы делаете еще одну убавку. И тогда у вас количество петель будет одинаковое. Так, сформировали клин подъема и переходим дальше к вывязыванию длины стопы. Какую же длину стопы нам необходимо отвязать до мыска? Я рекомендую
начинающим примерять на себя, либо на того, кому вы вяжете эти носочки. И брать ориентиром мизинчик, начало мизинца. Довязали до начала мизинца, вот до перемычки, и закончили вязание. Записали свой результат в рядах, какой вы отвязали. Если нет такой возможности, вы можете воспользоваться табличной величиной. Но в моем случае табличная величина мне не подходит. Я вяжу на 2, а то и 2,5 сантиметра меньше по длине, чем указано в таблице. Как же измерить? Девочки, измерять также нужно правильно. Кладем перед собой свое изделие. Желательно, чтобы оно было ровненькое. Разгладили. Берем спицу, либо линеечку. И смотрите, откуда мы должны снимать мерки. Вот у нас закончилась стенка пятки, и мы начали вывязывать чашку пятки. И вот в этом месте, где закончилась стенка пятки, вы и должны прочертить линию. И линия, вот где вы закончили вязать перед мыском. И вот эту длину вы должны измерить. И измеряете до мыска. В моем случае это 17,5-18 сантиметров получается. А в табличной величине у меня указано 20 сантиметров. Поэтому я говорю, что табличные величины это примерные показатели. Отвязала необходимую мне длину стопы и остановилась на последнем ряду. Вот я закончила последний ряд. Здесь я снимаю маркер, и я его перенесу немного левее. Пока убираем маркер и довязываем петли спицы. Довязала петли спицы до конца. И маркер переношу на границу между нижней и верхней частью. И буду уже ориентироваться на него. И здесь у меня будет начало ряда. Далее приступаем к формированию мыска. Опять же, какое взять количество убавок по мыску? Здесь вы можете воспользоваться также таблицей. В таблице по моему размеру 7 раз я должна сделать через ряд и 7 раз в каждом ряду. И по итогу у меня должно остаться всего лишь 4 петли на спице. Но дело в том, что мне это не очень нравится. Для меня это мысок, ширина вот здесь очень маленькая. Обычно для своего размера я оставляю 8 петель. А для размера, допустим, 41-43 я оставляю 10-11 петель. 11, если у меня нечетное количество петель на спицах. Итак, я для себя уже опытным путем сделала вывод и определила, чтобы у меня осталось 8 петель, я должна сделать 6 убавок через ряд и 6 убавок в каждом ряду. Либо 7 убавок через ряд и 5 убавок в каждом ряду. Ну, здесь уже чисто математические такие расчеты. Я остановлюсь на 6 убавках через ряд и 6 убавках в каждом ряду. Как мы делаем убавки? Убавки делаем по верхней части и нижней части в начале спицы и в конце спицы. Делаем убавки по верхней части. Первую петлю я провязываю лицевую, а вторую и третью провязываю 2 вместе с наклоном влево. Я вяжу протяжкой. Далее вяжу все петли спицы, не довязывая последние 3 петли. Осталось 3 петли. Первые 2 петли за правые стеночки я провязываю вместе с наклоном вправо. И 3-я петля лицевая. Разворачиваю вязание на нижнюю часть. И делаю убавки по нижней части. То же самое. Первая петля лицевая в начале спицы. Следующие 2 петли провязываю вместе с наклоном влево. Далее вяжу все петли спицы, не довязывая последние 3 петли.
Первые 2 петли я провязываю за правой стеночки вместе с наклоном вправо. И третью провязываю лицевую. Итак, это у меня был первый ряд убавок. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. И следующий второй ряд я провязываю по кругу все петли лицевыми. Так как мы делаем убавки в первом этапе через ряд. То есть в нечетном ряду делаем убавку, четный ряд провязываем все петли лицевыми. Обязательно ведем учет рядов. Перехожу к третьему ряду и снова делаю убавку, как по верхней части, так и по нижней. Первую петлю провязываю, следующие 2 петли провязываю вместе с наклоном влево. Далее вяжу петли спицы, не довязывая последние 3 петли. Первые 2 петли за правые стеночки провязываю вместе с наклоном вправо, третью петлю провязываю лицевой. Разворачиваюсь на нижнюю часть стопы и также делаю убавку в начале и в конце. Следующий ряд провязываю все петли лицевыми. Итак, я должна сделать 6 раз. Так как я делаю 6 раз через ряд, у меня должно быть 12 рядов. Поэтому обязательно, девочки, ведем счет рядам. Закончили первый этап убавок, 6 убавок через ряд. И переходим ко второму этапу убавок. 6 убавок в каждом ряду. Все то же самое в начале и в конце спицы по верху, в начале и в конце спицы по нижней части. Только убавки мы делаем в каждом ряду. Закончили второй этап формирования мыска. Это у нас были убавки в каждом ряду. Первый этап через ряд, второй этап в каждом ряду, и остался третий этап. Нам необходимо на этом этапе сшить петли, оставшиеся петли методом петля в петлю. Для этого я оставляю нить, кончик нити сантиметров 15, этого будет достаточно. Обрезаю, убираю пряжу, берем иглу. Игла у меня с тупым кончиком и широким ушком. Вдела нить в иглу и приступаем к методу петля в петлю. Все петли должны быть повернуты к нам правой стенкой. Итак, что мы делаем? Иглу вводим в первую петлю от себя и снимаем эту петлю. И в петлю, которая на спице, на себя. Затем переходим к петлям второй спицы. Здесь наоборот. В первую петлю на себя снимаем петлю и во вторую петлю от себя. Подтягиваем немножко. Переходим к первой спице. От себя в петлю сняли, на себя в петлю, которая на спице. Немножко подтянули. Переходим ко второй спице. На себя петлю сняли и от себя вводим иглу в петлю, подтягиваем нить. Вот здесь вы можете увидеть уже петлю. Сильно ее не затягивайте, но и слабо также не оставляем. Впоследствии вы уже научитесь держать натяжение нити, так что не переживайте. Возвращаемся к первой спице. От себя сняли, на себя в петлю, которая на спице. Немного подтянули. Переходим ко второй спице. На себя сняли, от себя в петлю, которая на спице. Подтянули. И таким образом мы сшиваем с вами петли до конца ряда. Остались последние петли у нас. От себя сняли, на себя. И на второй спице на себя сняли, от себя.
Последние петли на спицах, спицы здесь придерживайте аккуратно. И последний стежок от себя сняли. И на себя во вторую, в петлю, которую на спицы сняли. Все. И смотрите, девочки, у нас вот здесь вот одна петля торчит. Но вы не переживайте, мы ее сейчас выведем на изнаночную сторону. На изнаночную сторону выводим вот в эту петлю, девочки, крайнюю. Вытягиваем на изнанку. Вот видите, она у нас торчит, эта петля. Сейчас мы ее поправим. Вывернули на изнаночную сторону и посмотрите, вот здесь вот у нас петля. Мы ее за нее немножко подтянули. Вот. То есть ту петлю, которая у нас торчала по лицевой стороне, мы ее вывели на изнаночную. Затем я вот таким образом делаю. Как бы ее закрепляю, чтобы она не болталась. И затем вот в дорожку из вот этих стежков я прячу нить. Аккуратненько, не затягиваем, через стежок протягиваем нить на некоторую длину. Затем я нить закрепляю. Вот таким образом, да, обычное закрепление нити. Вот. И в эти же стежки, несколько стежков, и просто продеваю иголочкой, чтобы мне ниточку по длине закрепить. Вот таким образом. Все. И здесь обрезаю нить и оставляю небольшой кончик. То же самое мы делаем с кончиком вот от начала вязания, да. Вот я уже его спрятала с одной стороны в дужку каждой петли. И потом в обратную сторону. Вот маленький кончик я оставляю. Потом постирается, когда пряжа разойдется, ниточка выпустит ворсинки, и они закрепятся между собой. Аналогично вяжем второй носок. Затем проводим влажно-тепловую обработку, то есть это у нас с вами стирка. Простым словом, стирка. Стираю я в теплой воде 30 градусов. Со средством для шерсти. Далее полощем в такой же теплой водичке, не выкручиваем, просто вот так вот отжимаем. Затем я сушу в полотенце, промакиваю, закручиваю в полотенце, промокнула и далее сушу. Сушу я на блокаторах. Какие блокаторы у меня есть? У меня два вида блокаторов. Есть блокаторы металлические и есть блокаторы деревянные. Вот эти деревянные блокаторы, это мои самые первые. Мне изготовил их супруг сам. Также есть у меня и фабричные блокаторы деревянные. Но здесь вот смотрите, в чем разница. Металлические очень хороши. Вот эти блокаторы, это блокаторы, изготовленные нашей российской фирмой Гамма. Их можно приобрести в интернете. Они мне очень нравятся именно по форме, тем, что очень легко одевается изделия на эти блокаторы. Очень хорошо снимать их, потому что проволока гладкая. Но единственный нюанс в том, что так как это проволока и влажное изделие, когда мы одеваем, вот здесь паголинок, он постоянно пытается съезжать. И приходится иногда что-то вот здесь вот наклеивать, какие-нибудь штучки, типа скотча, чтобы паголинок не съезжал. А деревянные блокаторы мне нравятся сами себе, просто мне нравятся. Очень, вот здесь они у меня обработаны очень хорошо, они гладкие, также хорошо одеваются, принимают носки форму блокатора, держатся очень хорошо. Вот давайте для примера я вам покажу. Одеваю на блокатор.
Есть у меня еще фабричные деревянные, но они очень плохо края отшлифованы и постоянно задирается пряжа, то есть ниточки задираются, поэтому я как бы ими и не пользуюсь, они у меня просто лежат. Ну вот, смотрите, вот так вот одели, распрямили все, и вот так вот великолепно выглядит носок на блокаторе. И когда он высыхает и принимает вот форму блокатора, то есть вот вы видите, вот такой носочек получается после сушки. Блокаторы также изготавливают не только металлические и деревянные, еще изготавливают из оргстекла и из пластика, то есть различные, используют для этого различные материалы. В интернете можно найти. Но хочу сказать, что цена блокаторов не очень маленькая, поэтому здесь уже на выбор. У кого есть возможность, те приобретают. У кого нет возможности, в интернете есть много роликов, где мастерицы показывают, из чего они изготавливают блокаторы в домашних условиях. Также можете посмотреть, может быть, вам и понравится. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, данный урок оказался для вас полезен, и вы связали прекрасные свои первые носочки. Постепенно от пары к паре вы научитесь вязать практически, как мы говорим, закрытыми глазами. От лицевой глади перейдете к узорам, к простым узорам, затем к сложным узорам. И будете радовать и себя, и своих близких прекрасными изделиями. Всем творческих успехов, дружных спиц. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока, до новых встреч!